taking the game up, and the ace of hearts is high, it's oh so high. Things are mending now. I see a rainbow blending now. We'll have a happy ending now. Taking a chance on love. Она стала первой чернокожей актрисой, номинированной на «Оскар», но ее имя исчезло с золотых страниц истории кино. Вечер 30 марта 1955 года должен был стать триумфом Дороти Дендридж. Бальный зал Коконат Гроув дрожал от звона бокалов и шепота сплетен, но чернокожая актриса сидела в изумрудном платье, как статуя с улыбкой, выточенной из льда. Когда ведущий огласил «Номинантка» Дороти Дендридж за роль в «Кармен Джонс». Зал замер. Камеры повернулись к ней, единственной темнокожей женщине в море белых лиц и жемчужных ожерелий. На мгновение врата Голливуда приоткрылись. Ее называли первопроходцем, символом перемен. Журналы восхищались ее экзотичной красотой, голосом, похожим на бархат. Но за кулисами правила остались прежними. На послецеремониальной вечеринке Дороти не пустили в главный зал. «Таковы порядки, дорогая», — шикнул продюсер. Она ужинала в лимузине, пока торт на ее коленях растекался в пародию на победу. Через 10 лет о ней забыли. Негромко, тихо, подло. Студии вычеркивали ее имя из списков, таблоиды издевались. Черная Мэрилин, которая сгорела. Когда ее нашли в убогом мотеле, в свидетельстве о смерти написали «передозировка», но настоящая причина крылась в другом. Индустрия, которая сожрала ее талант и выплюнула прах. Трагедия Дороти не в наркотиках или долгах, а в лжи, которой она поверила, что талант сильнее расизма. Она носила белые перчатки, чтобы угодить режиссерам, осветляла кожу лимонным соком, смеялась над шутками про хороший кофе, темный, но не слишком. Каждая уступка отрывала кусок души. Кливленд, Огайо, 1922 год. Дороти Дендридж родилась в мире, разделенном задолго до ее рождения. Ее мать Руби Дендридж, актриса, прозябавшая в ролях служанок в гастрольных театрах, снимала квартиру над подпольным баром на Центральной авеню, эпицентре черной культуры города. Такие легенды джаза, как Дюк Эллингтон, выступали в клубе «Коттон» этажом ниже, но дочерям Руби вход был запрещен. Политика клуба только для белых распространялась даже на детей черных артистов. Детство Дороти прошло под гнетом расовой системы Америки. Хотя штат Огайо отменил законы сегрегации в 1887 году, негласные правила управляли каждой улицей. В 1927-м пятилетняя Дороти попыталась зайти на белую детскую площадку близ Эвклид-авеню. Полицейский преградил путь. «Цветные играют вон там», — указал он на пустырь со сломанными качелями. Образование не стало спасением. В школе для цветных Маунт-Зайон девочка училась по учебникам, где рабство называли необходимым злом, а чернокожих изображали довольной прислугой. К 1930-му мать будущей актрисы, отчаявшись вырваться из нищеты, перевезла семью в Лос-Анджелес, но в Калифорнии расизм оказался тише, но не мягче. К середине 30-х Дороти и ее сестра Вивиан стали дуэтом «Сестры Дендридж». Их выступления привлекли Джо Глейзера, менеджера Луи Армстронга. В 1938 году он устроил их в гарлемский клуб «Коттон», основанный гангстером Оуни Мэдденом. Здесь черные артисты развлекали белую элиту под маской расовой сказки. 16-летняя Дороти в платье со стразами пела под джаз, пока официанты следили за правилом – черным вход воспрещен. Сестры пробирались за кулисы через черный ход. Их гримеркой была кладовка с запахом хлора. Зарплата $25 в неделю, втрое меньше, чем у белых артисток. Расизм преследовал их. В Мемфисе во время тура 1939 года полиция запретила им войти в концертный зал через парадный вход. «Для цветных вон там»,
указал офицер на ржавые ворота у мусорных баков. В Майами после шоу в клубе Копа-Сити сестрам отказали в номере отеля. Они ночевали в пансионе для цветных, где по стенам ползали тараканы. Вивиан шутила: хоть жукам все равно, черные мы или зеленые. Дороти не смеялась. В 1941-м RKO Studios предложила контракт, но в Голливуде расизм стал законом. Кодекс Хейса запрещал межрасовые отношения на экране, сводя роли черных к служанкам и экзотичным ролям третьего плана. В фильме «Багамский путь» 1941 года Дороти играла безымянную островитянку с кожей, выкрашенной гримом. Режиссер Эдвард Гриффит приказал ей говорить более примитивно, лишив дикции, которую она годами отрабатывала. Вне съемок сегрегация не исчезала. В студийной столовой висел знак: собакам, евреям и неграм вход запрещен. Дороти ела в гримерке с двумя другими актрисами. «Мы были призраками», — вспоминала она. «Нас терпели на съемочной площадке, но не видели людьми». История сестер отражала судьбу черных артистов. Даже успех имел границы. Когда сестры выступили в Нью-Йоркском театре Paramount в 1943-м, их имена не попали на афишу, чтобы не пугать белых зрителей. Перелом наступил во время турне с USO в 1944-м. Выступая перед черными солдатами на юге, Дороти видела, как тех заставляли сидеть в задних рядах. «Они воюют за свободу, которой у них нет», — говорила она Вивиан. «Какой смысл в наших песнях, если ничего не меняется?» К началу 50-х годов ослепительная красота Дороти Дендридж стала ее проклятием. Режиссеры называли ее самой завораживающей женщиной на пленке, но сценарии сводили ее к набору расовых клише. На кастингах продюсеры разглядывали ее как экзотический товар. «Слишком темна для белых ролей, слишком светла для черных», пробормотал один из них во время проб для фильма «Розовая негритянка». Фильм 1949 года. История о светлокожей женщине, скрывающей свое происхождение. Роль досталась белой актрисе Джин Крейн, лицо которой покрыли бронзатором. Дороти вышла из студии дрожа. «Они хотят не моей игры», — сказала она сестре Вивиан. «Они хотят, чтобы я украшала их расизм». Номинация на «Оскар» за Кармен Джонс 1954 года должна была стать триумфом. Вместо этого она заперла Дороти в позолоченной клетке. Студии завалили ее предложениями, но все роли были вариациями Кармен: дикарка с островов, гарлемская искусительница, трагическая мулатка. MGM предложила фильм «Тропическая ярость» 1955 года. Приключенческий фильм, где она должна была играть племенную королеву, влюбленную в белого исследователя. Сценарий требовал, чтобы она ползала по лианам в леопардовой набедренной повязке. «Лучше буду мыть полы», — процедила Дороти, разорвав страницы пополам. Студия ответила игнором, распустив слухи, что она неуправляема. Даже ее тело подвергалось цензуре. Визажисты покрывали ее кожу тональным кремом на 2 тона светлее. «Зрители не готовы к такому количеству меланина», — усмехнулся режиссер, указывая на ее руки. Пиарщики запрещали ей появляться на премьерах с белыми коллегами. «Ты нервируешь юг», — предупредили ее после фото с Гленном Фордом. Лицемерие душило. Белые актрисы вроде Авы Гарднер играли экзотов в гриме и получали похвалы, а подлинность Дороти считали угрозой. Последнее унижение случилось в 1956-м. Отто Премингер, режиссер Кармен Джонс, предложил ей главную роль в «Порги и бес», но требовал, чтобы ее голос заменили белой оперной певицей. «Твой тембр слишком чувственный для Гершвина», — заявил он, избегая ее взгляда. Дороти выбежала из студии. В дневнике она написала: «Им нужно мое лицо, но ненавистно все, что за ним. Мой голос, мой ум, моя ярость — все должно быть стерто». К концу 50-х Голливуд нашел замену. Светлокожих актрис вроде Эрты Кит и Дороти Ламур объявили безопасными. Когда Дороти умоляла агента дать ей драматическую роль, он пожал плечами. «Ты категория, а не актриса».
Категориям не достается Макбет. Личная жизнь стала отражением хаоса. Бурный роман с Отто Премингером попал в заголовки. Белые таблоиды назвали ее «разлучницей», а черная пресса обвинила в предательстве расы. Брак с белым ресторатором Джеком Деннисоном рухнул под грузом финансовых афер и насилия. «Я злодейка, если люблю белого, и дура, если черного, который крадет мои деньги», призналась она психоаналитику доктору Франку. В 1960-м она согласилась на последнюю роль в Голливуде – низкобюджетный триллер «Малага», где играла мулатку-контрабандистку. Сценарий требовал поцелуя с белым актером, снятого в полумраке, чтобы не шокировать юг. Критики разгромили фильм. Репортеры язвили: отчаяние Дендридж осязаемо. За кадром осталась правда. К тому моменту она была должна АРС больше $100 тысяч. Ее счета опустошили мошенники и алименты. Летом 1954 года Дороти Дендридж вышла на съемочную площадку «Кармен Джонс», роли которой обессмертит ее имя и станет ее проклятием. Режиссер Отто Премингер рискнул экранизировать оперу Бизе «Кармен» с полностью черным актерским составом, бросив вызов эпохе, где чернокожих в кино видели лишь шутами или жертвами. Бюджет фильма составил $800 тысяч, втрое меньше, чем тратила студия MGM на свои пестрые мюзиклы с белыми звездами. Но эта экономия обернулась иронией, когда картина собрала в прокате 10 миллионов, став самым кассовым проектом с чернокожим актером за десятилетие. Голливуд предпочел забыть, что недостаточно дорогой фильм принес ему славу и прибыль. Дороти, выбранная на роль роковой Кармен, знала – это шанс разбить стеклянный потолок. Месяцами она ставила голос, подстраиваясь под оперные записи Мэрилин Хорн, танцевала до кровавых мозолей, вкладывая в героиню ярость, копившуюся годами. Но за кулисами ее ждало унижение. Несмотря на изнурительные вокальные тренировки, студия решила, что ее голос недостаточно оперный. Партии Кармен исполнила белая певица Мэрилин Хорн, чей голос за кадром должен был, по мнению продюсеров, облагородить образ. «Они украли мой труд», писала Дороти в дневнике, и назвали это совершенством. Премьера 28 октября 1954 должна была стать ее триумфом. Дороти подъехала к нью-йоркскому кинотеатру «Ривали» в платье, ставшем немым протестом, серебряный ламе, из которого шили наряды для белых звезд на «Оскар», теперь облегал ее тело, бросая вызов сегрегации. Вспышки фотокамер, крики фанатов. Но когда она направилась к входу, менеджер преградил путь. Для цветных вход сзади, указав на засыпанный мусором переулок. Ирония была убийственной. Звезду фильма заставляли пробираться через черный ход. Премингер, шедший сзади, прошипел: «Не устраивай сцену». Когда погас свет, зрители увидели чудо. Кармен в исполнении Дороти не была штампованной дерзкой негритянкой. Она дышала умом, уязвимостью и чувственностью. В прессе ее называли откровением. Тайм провозгласил: Дендридж заставляет Голливуд переписать правила. Дороти стала первой чернокожей актрисой, номинированной на «Оскар». На той же неделе ее лицо украсило обложку Life с заголовком: «Самая яркая звезда Голливуда ломает расовые барьеры». Но триумф был отравлен. Победила Грейс Келли за фильм «Деревенская девушка», решение, которое Врайерти позже объяснил дискомфортом индустрии перед чернокожей победительницей. После церемонии студийный босс потрепал ее по руке: «Ты навсегда останешься нашей Кармен». Дороти улыбалась сквозь слезы: «Но никогда не буду равной вам». В кармане ее сумочки лежал чек. Ее гонорар за Кармен Джонс составил $50 тысяч, впятеро меньше, чем получила Грейс Келли. Руководители студий восхищались ее исторической номинацией на «Оскар» на званых ужинах, а за закрытыми дверями вычеркивали ее имя из списков. Когда Элия Казан рассматривал ее на роль в фильме «Куколка», провокационной драме о южной соблазнительнице, студия MGM отправила секретную записку: кинотеатры Юга объявят бойкот, если негритянка появится на экране с Карлом Молдином. Рекомендуем Кэрол Бейкер. Дороти узнала об отказе из сплетен в газете. «Даже не потрудились сказать мне», — писала она в дневнике, «как не потрудились увидеть во мне человека».
Самый жестокий удар пришел с фильмом «Яма для орхидей» 1958 года. Нуаром о певице из Гарлема, втянутой в роман с белым детективом. Она явилась на пробу в Paramount в норковой шубе, купленной на деньги от заложенных сапфировых сережек, и сыграла так, что режиссер Роберт Уайс прослезился. «Она не играет», — сказал он продюсерам. «Она живет этой ролью». Но студия запаниковала. Рассекреченные позже меморандумы вскрыли споры. Любовная сцена с белым актером вызовет запреты в 12 штатах. Присутствие Дендридж политизирует фильм. Сценарий переписали за ночь. Детектив стал чернокожим адвокатом, роман «Безопасной дружбой», а роль отдали Ленни Хорн, чья светлая кожа и аполитичность казались менее вызывающими. Когда Дороти спросила продюсера Хэлла Уоллиса почему, он отмахнулся: «Ты слишком реально дорогая». Расизм Голливуда достиг абсурда. Ей предлагали роли, где требовалась жрицы Вуду, шипящая на резиновых змей, или горничной. В 59-м она пробовалась на роль в фильме «Порги и бес», роль, которую играла на сцене. Режиссер Отто Премингер, ее бывший любовник, отказал: «Ты слишком элегантна. Бес должна быть грубой». В дневнике Дороти появилась запись: «Им нужна моя боль, но только припудренная и безмолвная». Она написала сценарий «Яркой дороги» о чернокожих учителях-борцах сегрегации в Миссисипи, но студии отвергли его. Глава Universal язвил: «Негры как герои. Это не развлечение, это документалка». К 63-му тишина стала звенящей, ее телефон молчал. Журналы вычеркивали ее имя из списков звезд, на которых можно заработать. На благотворительном гала Сидни Пуатье нашел ее рыдающей в туалете. «Они забрали не просто роли, они украли мою историю, мою правду». Последним унижением стала статья «Где они теперь?» в 64-м, где ее имя стояло рядом с забытыми детскими актерами. В ту же неделю ей прислали сценарий «Таменго», франко-итальянского фильма, где она должна была играть рабыню, изнасилованную белым капитаном. Она сожгла его в раковине, наблюдая, как пламя отражается в ее глазах, полных слез. «Даже в цепях», — сказала она психотерапевту, — «они хотят, чтобы я молила о милости». Личная жизнь Дороти Дендридж стала похожа на блюзовую балладу, историю надежд, предательств и невыносимых потерь. Ее первый брак с Гарольдом Николасом, харизматичным танцором из дуэта «Братья Николас», начался как сказка в 1942-м. Ей было 19, он очаровывал галантностью и обещаниями блестящего будущего. Но за улыбкой Гарольда скрывался монстр. К 1943-му Дороти ждала ребенка, ее карьера взлетала, а Гарольд проваливался в азартные игры и измены. Роды дочери Хэролин Сюзан обернулись кошмаром. Девочке поставили диагноз ДЦП. После диагноза Лин Гарольд сбросил маску. Он исчезал на неделе, опустошая счета Дороти. Возвращался лишь за деньгами. В 1945-м он подделал ее подпись на кредите в $50 тысяч, ввергнув ее в долги. «Ты моя жена», — рычал он, прижимая ее к стене. «Все, что ты имеешь, мое». Ради Лин Дороти подала на развод в 1951-м, но Гарольд ответил похищением дочери, потребовав выкуп. Она заложила платье с Оскара, украшения, даже норковые шубы. «Я продавала себя по кусочкам, чтобы спасти ее», — писала она Ленни Хорн. Второй брак с белым ресторатором Джеком Деннисоном в 1959-м стал попыткой найти опору. Джек, сначала галантный ухажер, показал свою жестокость в медовый месяц. После званого ужина он обвинил Дороти в флирте с чернокожим музыкантом и ударил ее так, что лопнула барабанная перепонка. «Ты просто дорогая шлюха», — шипел он, — «и я позабочусь, чтобы все это знали». Джек переводил ее деньги в авантюры, включая провалившийся ночной клуб в Лас-Вегасе. К 1962-му он украл более 200 тысяч, оставив Дороти банкротом. Финал наступил, когда он подал на алименты, используя законы Калифорнии. Судья постановил платить ему $300 в месяц. Смеялась она сквозь слезы на сеансе у психотерапевта.
за честь быть его грушей для битья. Судьба дочери усугубляла отчаяние. К 1963-му девочке требовались операции за $800 в месяц. Неподъемная сумма. Дороти умоляла MGM дать ей деньги в долг, но студия предложила жалкие 5000 с условием: никаких ролей 2 года. Вынужденная поместить Лин в клинику Pacific State, мрачное место, где пациентов привязывали к кроватям, Дороти тайком носила дочери конфеты и пела песни, пока медсестры не выдворяли ее. «Мама, не уходи!» Крики Лин преследовали ее в кошмарах. «Я предала ее», — призналась она Гарри Белофонте. Стала тем монстром, которым клялась никогда не быть. Одиночество поглотило ее. Друзья отвернулись, боясь скандальной связи. Ночи она проводила в темноте, куря сигарету за сигаретой, пересматривая записи триумфов Кармен Джонс, как злую шутку. «Они звали меня звездой», — писала она в дневнике перед смертью, но звезды так не страдают. Звезды не молят о смерти. Она сияла на экранах шелках и стразах, но в жизни считала гроши на хлеб. После номинации на «Оскар» за Кармен Джонс в 1955 году Дороти Дендридж верила, что худшее позади. Но Голливуд, давший ей славу, принялся методично уничтожать ее финансово. Ее контракт на фильм не предусматривал процентов от кассовых сборов. Вместо миллионов она получила фиксированные $50 000, из которых менеджеры вычли комиссии за услуги, никогда не оказанные. Они называли это налогами на успех, писала она в дневнике. К 1958-му ее счетами управляла целая сеть мошенников. Бухгалтер подделывал расходы. Агент Реймонд Стерн заключал фиктивные контракты с клубами, забирая 60% гонорара, а бывший муж Гарольд Николас, все еще числясь ее консультантом, переводил деньги на подставные фирмы. Когда в 1964-м Стерн исчез с ее последними $15 000, Дороти осталась без копейки. Налоговая служба, IRS, стала соучастником грабежа. Из-за того, что мошенники не платили налоги с ее доходов, к 1962 году долг Дороти вырос до 126 000. Вместо помощи студии предложили спасительную сделку. Она передает им право на все будущие роли в обмен на отсрочку платежей. «Это кабала», — сказала она адвокату, но подписала, чтобы спасти дом. Дом все равно отобрали. На аукционе особняк в престижном районе Лос-Анджелеса, купленный на гонорар за Кармен Джонс, продали за бесценок. Новым владельцем стал продюсер, назвавший ее когда-то слишком амбициозной негритянкой. Вскоре она узнала, что ее мебель, драгоценности и даже легендарное изумрудное платье с «Оскара» были проданы на черном рынке. Жена голливудского продюсера купила его за $100, сумму которой Дороти едва хватало на неделю еды. Самый унизительный удар случился в 1963-м. После выступления в отеле «Фламинго» Дороти получила гонорар – $2000 мелкими купюрами. Вернувшись в гостиничный номер, она рассыпала деньги на кровать, считая их для оплаты счетов за лечение Лин. Не хватало. Она опустошила сумочку, вытряхнув на покрывало монеты из копилки для чаевых. $23.40. Зарыдала она, сжимая в руке чек из клиники на $800. «Я номинирована на «Оскар», а не могу купить дочери жизнь». Даже коммунальные счета стали неподъемными. Сохранившийся квиток за электричество за 3 месяца 1964 года составлял $18.75. Она оплатила его мелочью, которую собирала месяцами. В отчаянии Дороти написала письмо президенту Линдону Джонсону. «Я не прошу подачек. Я прошу справедливости для дочери». Ответа не последовало, а те, кого она считала друзьями, предали ее. Одна актриса, которой Дороти доверяла, продала ее личные письма таблоидам. Заголовки кричали: «Исповедь сломленной звезды. Как я потеряла все». К 1965-му налоговый долг достиг 200 000. Чиновники IRS, игнорируя ее доказательства мошенничества, начислили штрафы за умышленную неуплату. Оставшись без дома, денег и надежды,
Дороти сделала шаг в бездну. Следующий акт ее истории расскажет о роковых таблетках, тихом мотеле и смерти, которую Голливуд поспешил назвать случайностью. В 1964 году, когда Голливуд окончательно вычеркнул ее имя, Дороти Дендридж улетела в Европу. Французский промоутер Жан-Пьер Леско пообещал триумфальное возвращение. Концерты в Парижской Олимпии, лондонском Talk of the Town, гала-ужины с аристократами. «В Америке я никому не нужна», — писала она в дневнике перед вылетом. «А здесь я могу стать королевой. Хотя бы на час». Париж встретил ее овациями. На сцене Олимпии в платье, перешитом из старого наряда, она пела с такой страстью, что зрители бросали на сцену алые розы. Но за кулисами ее ждали лишь пустые бутылки шампанского и конверты с гонорарами, украденными промоутерами. Жан-Пьер говорил, что это налоги, рыдала Дороти в телефонной трубке подруги. Но я видела, как он покупает на мои деньги новую машину. К каждому выступлению ее подталкивали таблетки, синие энергетики утром, белые успокоительные ночью. Лондон стал переломом. В Talk of the Town она вышла на сцену под аккомпанемент дождя, стучавшего в окна. Зал был полупуст. Во время исполнения песни голос сорвался на высокой ноте. Кто-то засвистел. «Спой что-то веселое, негритяночка!» — крикнул пьяный мужчина в первом ряду. Дороти замерла, потом прошептала в микрофон: «Веселое кончилось, сэр, как и я». После шоу ее нашли в гримерке. Разбитое зеркало, окровавленные пальцы, пустой флакон с таблетками. «Я хотела собрать осколки», — сказала она пианисту Бобби Шорту. Но они резали руки. К 1965-му ее турне превратилось в кошмар. В Риме она выступала в подпольном клубе, где мафиози курили сигары в полумраке. В Мюнхене промоутер бросил ей на стол пачку банкнот. «Спой голой, получишь вдвое больше». Последней остановкой стал дешевый мотель в Западном Берлине. Здесь, глотая таблетки тофранила с дешевым вином, она написала последнее письмо дочери: «Прости, что не спасла». Мама стала слабой. Европа не стала спасением, лишь предсмертным вальсом. В следующей главе ее тело найдут в мотеле, а Голливуд поспешит назвать это несчастным случаем, стирая следы своих преступлений. Она ушла тихо, как будто Голливуд и не требовал шума, ведь ее история была ему невыгодна. 8 сентября 1965 года горничная мотеля «Монако» на бульваре Уэствуд обнаружила тело Дороти Дендридж. Она лежала на полу в потертом шелковом халате, сжимая пустой флакон тофранила, антидепрессанта, который прописывали от отчаяния. Ее лицо, некогда украшавшее обложки Life и Ebony, было искажено болью, но в уголке губ застыла улыбка, будто насмешка над миром, который ее сломал. На тумбочке лежали 3 вещи: фотография дочери в детстве, письмо с отказом от роли в низкобюджетном фильме «Мы ищем актрису попроще» и чек из клиники за лечение дочери, неоплаченный. Коронер назвал смерть случайной передозировкой, но близкие знали правду. За неделю до трагедии Дороти позвонила подруге: «Я устала быть призраком в своем же теле». Она давно смешивала таблетки с алкоголем, пытаясь заглушить боль и отчаяние. Лин, которую перевели в другую клинику из-за долгов, не смогла прийти на похороны. Похороны прошли тихо и бедно. Из 37 гостей не было ни одного голливудского продюсера. Гроб, оплаченный благотворительным фондом, несли через черный ход кладбища вечно зеленые холмы, чтобы избежать внимания прессы. На надгробии написали лишь ее имя. Ни дат, ни званий. Она стала неудобной даже в смерти, сказал на панихиде Гарри Белофонте. Ее смерть поставила точку в биографии, но не в истории. Наследники Дороти, от Хелли Берри до современных активисток, продолжат ее войну, превратив трагедию в символ борьбы с системой, которая убивает, но не может заставить замолчать. Она боролась с ветряными мельницами Голливуда, но ее смерть стала зеркалом для тех, кто пришел после. Дороти Дендридж не просто умерла в дешевом мотеле, ее убили. Не таблетки, а система, которая превратила ее талант в товар, а боль в развлечение. Голливуд, десятилетиями эксплуатировавший чернокожих артистов как экзотический фон, создал условия, где ее единственным выходом стала смерть. Студии платили ей гроши,
Налоговая преследовала за долги, а белые продюсеры называли ее слишком сложной, когда она требовала ролей вне стереотипов. Даже ее номинация на «Оскар» не спасла ее от финансового краха, потому что система не была рассчитана на успех чернокожих женщин. Сравнение с судьбой Хелли Берри, первой чернокожей актрисы, выигравшей «Оскар» в 2002 году, обнажает парадокс. В своей речи Берри посвятила награду Дороти. Она проложила путь, но заплатила за это всем. Однако и Берри после победы столкнулась с проклятием «Оскара», ролями, ограниченными расовыми клише. «Мне предлагали рабынь и наркозависимых, будто других историй для нас не существует», призналась она в интервью. Это доказывает, даже спустя полвека расизм в киноиндустрии не исчез, он адаптировался. Заработная плата белых актеров до сих пор на 52% выше, чем у чернокожих коллег, а кастинги по-прежнему предлагают им роли жертв, а не героев. Движение Black Lives Matter, набравшее силу в 2020 году, вскрыло гнойники Голливуда. Архивные письма, рассекреченные в 2023 году, показали, как студии в 50-х годах цензурировали сценарии с сильными чернокожими персонажами, опасаясь потери южной аудитории. Сегодня, когда фильмы вроде «Черной пантеры» собирают миллиарды, индустрия лицемерно кается в грехах прошлого, но отказывается платить репарации потомкам артистов вроде Дороти. Ее дочь Лин умерла в 2013 году в нищете, так и не получив компенсации за украденные гонорары матери. Студии вроде Warner Bros. Переименовывают здания в ее честь, но блокируют фонды поддержки чернокожих актрис, словно память о Дороти — это лишь декорация, а не долг. Но ее история не эпитафия, а манифест. Имя Дороти стало оружием в руках новых поколений, требующих не просто ролей, а пересмотра правил игры. Когда активистки в 2023 году вышли на пикеты с плакатами «Дороти Дендридж не жертва, а символ сопротивления», они напомнили Голливуду систему, которая убивает, можно сломать. Дороти Дендридж не исчезла. Ее имя, стертое из учебников кино в 20 веке, вернулось в 21 как призрак, требующий правды. В 2021 году вышел документальный фильм «Дороти Дендридж. Разрушенная мечта», где Хелли Берри, Виола Дэвис и Ава Дюверней говорили не о ее смерти, а о том, как ее борьба проложила путь их собственным карьерам. Кадры из «Кармен Джонс» соседствовали с интервью современных актрис, повторявших как молитву: «Она была первой. Мы ее продолжение». Книги, выставки, даже мюзиклы ее история стала топливом для движения за расовое равенство. В 2023 году активисты собрали 1 миллион подписей под петицией о пересмотре ее контрактов и выплате репараций фонду ее имени. «Они украли ее жизнь», заявила режиссер Шонда Раймс. «Но мы вернем ее наследие».